Добрый день, дорогие подписчики и гости канала. Сегодня с вами я, один из авторов телеграм-канала генерал СВР, генерал-лейтенант службы внешней разведки, тот человек, которого вы знаете как Виктор Михайлович. Сегодня у нас вторник, 25 апреля, выпуск промежуточный, и мы с вами сегодня обсудим те темы, которые появились в течение дня. Так, ну, конечно, в начале нашего выпуска хочу вам напомнить, что можно нас поддержать лайком к этому видео, возможно, даже авансом. Можно написать комментарий из 5 слов в поддержку канала. И, конечно, если вы находитесь на территории России или территории Республики Беларусь, пожалуйста, смотрите нас включенным VPN. Также хочу вам напомнить, что у нас есть Patreon. В Patreon мы отвечаем на все ваши вопросы. Подписывайтесь, там несложный алгоритм подписки. Плюс, если вы находитесь на территории России или Республики Беларусь, испытываете сложности, в интернете можно найти через Google. Я не советую через российские поисковики, я советую через Google найти возможность подписаться на Patreon. Опять-таки, несложные алгоритмы, этим вы нас поддержите, а мы, соответственно, поддержим вас, удовлетворим ваше любопытство, ну, по крайней мере, в тех рамках, в которых это возможно. Так, большое спасибо, что меня выслушали. Теперь начнем. Сегодня Дмитрий Медведев. Это помните, когда Иван Васильевич меняет профессию, как там у посла медальон, да, у Шпака магнитофон. Так вчера, примерно так же иносказательно, вчера Песков, сегодня Медведев зачастили с идиотскими выступлениями. Вчера Песков, мы с вами уже обсуждали, рассказывал, что Путин никогда не был в бункере, что у Путина нет двойников и со здоровьем все в порядке. Ну, понятно, что все все полнейшая ложь. Сегодня Дмитрий Анатольевич Медведев, известный амбассадор Алька-Зельцера, сегодня разразился рядом заявлений. Ну, как всегда, феерических, это, конечно, замечательно. Время от времени вырывают, вернее, Дмитрия Анатольевича Медведева из объятий Бахуса и, приведя немножко в чувство, выставляет как пугало на показ публике. Естественно, как пугало, ничего другого из себя Медведев не представляет. Абсолютно никаких перспектив у него нет. Я имею в виду, конечно, преемнических. Никакой пост в будущем в России он занимать не будет. Это, конечно, практически гарантированно. Ну, Владимир Путин держит его возле себя, возле своего ногтя на ноге. И, значит, при любом удобном случае этим ногтем подталкивает, как бы это противно ни звучало, ну, Дмитрий Анатольевич заслужил такую характеристику, подталкивает Медведева на соответствующие заявления. Медведев, конечно, чистейший клоун, играет роль злого клоуна, так как Владимир Вольфович Жириновский, перешел в мир иной. Теперь Дмитрий Анатольевич Медведев пытается его заменить. Сегодня несколько высказываний, все, как всегда, феерические, и ядерное оружие применит, рука не дрогнет, и что там у него еще. Кстати, по поводу рука не дрогнет. Столько алкоголя, сколько употребляет Дмитрий Медведев, говорить про то, что рука не дрогнет, руки ведь дрожат, обратите внимание, подрагивают руки. Несмотря на уверенность в тексте, голос звучит совсем неуверенно. Медведев, как всегда, характерно дергает головой, как всегда кривляется, как всегда строит из себя злого Петрушку, ну, коим он и является, конечно. И скажу вам, что, конечно, выступления направлены прежде всего на внутреннего потребителя, но и на внешнего тоже. На внешнем контуре к Медведеву относятся все, без исключения, однозначно. Этот человек ничего из себя не представляет, абсолютно ничего. И все потуги на внешний контур, конечно, ни к чему не ведут. Но вот на внутренний, это да, аудитория видит бывшего президента России, которого, как я уже неоднократно вам говорил, и как мы об этом писали у нас в телеграм-канале, человек, которого вся без исключения
околопутинское братье не то что не уважает, просто презирает. Презирает, это даже, наверное, не то слово. Подобрать правильное слово к увеличивающее значение слова презрения по отношению к Медведеву, я даже, честно говоря, не могу, потому что, вероятно, вероятно, на сегодняшний день такого слова не существует. Настолько отвратительный человек, что к нему никто не относит, нет ни единой души в окружении путинского, которая бы относилась к нему хоть более или менее серьезно. Конечно, для всех он абсолютно опустившийся, полностью прогадивший свою жизнь, даже за человека его никто не считает. Так вот, этот недочеловек, на которого мочатся время от времени, в полном смысле слова, окуная головой в унитаз, мочатся сотрудники ФСО, на физиономию, еще куда-то, и эти потом кадры предоставляют президенту России Владимиру Путину ради развлечения. Мы уже рассказывали, когда его пытаются отрезвить. Этот человек полностью опущенный, рассказывает и грозит всему миру каким-то ядерным оружием. Смешно. Смешно. Трагедия, конечно, трагедия Медведева разыгралась перед глазами миллионов россиян. Будучи президентом, многие россияне, многие, ведь это правда, тешили себя надеждой и мыслями, что этот человек где-то в глубине души, возможно, либерал и выведет страну на демократический путь развития. Все это было тщетно. Медведев никогда не был, ну, даже приблизительно умным человеком. Медведев всегда был мразью, Медведев всегда был тем, кем он есть сейчас. Сейчас просто открылось его истинное лицо. Если раньше он пытался прятаться за личиной такого прогрессивного, скажем так, человека, то сейчас его истинная сущность видна всем. Мне жаль тех людей, которые были возле Медведева, которые делали на него ставку во времена его президентства, которые убеждали его пойти наперекор Владимиру Путину и все-таки продлить свое президентство и совершить некоторые приличные поступки. Таких людей действительно много. Они крупно разочаровались. В основном это люди, которые вам, уважаемые зрители и слушатели, мало известны. Тусовка, которая была вокруг Медведева. Я все-таки буду называть это тусовкой, потому что невозможно называть то, что было в тот момент иначе. Тусовка вокруг Медведева была, ну, скажем так, не из первых лиц государства. Это те люди, которые тешили себя надеждой все-таки вырваться в первый эшелон элит, но судьба их в основном незавидна. Часть из этих людей сейчас находится в местах заключения с довольно приличными сроками, часть из них последствием, часть из них имеет довольно приличные сроки. Остальные сбежали в основном, конечно, за границу и живут там с ностальгией, вспоминая прошлое. Ну, ладно, Медведева немножко коснулись. Еще раз повторяю, что ерунда полнейшая, вообще ни о чем. Его выступление. Просто показательно, что вчера было выступление. Пытается навязать информационную повестку президент России Владимир Путин таким нехитрым способом, выпуская так называемые информационные торпеды. Одна информационная торпеда — это, конечно, Песков, вторая — это Медведев, возможно. Сегодня, вернее, себя немножко проявил Патрушев, возможно, завтра будет Патрушев, еще кого-нибудь привлекут, возможно, Мишустин пару слов ляпнет, и немножко информационный фон наполнится той повесткой, о которой мечтал бы президент России Владимир Путин. Теперь перейдем к другим темам. Красная площадь будет закрыта для посетителей с 27 апреля по 10 мая. Для МЧС будет режим чрезвычайной ситуации, и будут бдить МЧСники, откровенно ожидают ударов по Москве беспилотников, поэтому всех жителей Москвы и Московской области предупреждаю, что надо быть особо аккуратными. В центре Москвы, ну, желательно по мере возможности не появляться. Могут быть разные эксцессы, могут быть провокации со стороны российской власти.
пытаются показать себя и полиция, и ФСБ, и другие структуры пытаются показать себя, пытаются показать для президента России, что они на чеку, поэтому провокации могут быть абсолютно разного характера, разного толка. Если вдруг действительно будет прилет беспилотника, чего нельзя отрицать, но то тогда надо понимать, что будут пытаться хватать всех, кого не лень, и в каком-то более-менее разумном, на каком-то более-менее разумном расстоянии от падения беспилотника и, соответственно, пытаться затащить и выяснить то ли в отделениях полиции, то ли еще куда-нибудь, какие-нибудь укромные места, и выяснить, не являются ли люди, граждане, гуляющие по улицам Москвы, теми, кто управляет дронами. Выглядит все, конечно, феерическим идиотизмом, но надо понимать, что в такое время живем. Далее. Обстоятельства зерновой сделки пока складываются не в пользу продления. Сказал сегодня Дмитрий Песков. Ну, зерновая сделка сейчас особо много времени находится в повестке. Понятно, что переживают и страны Западной Европы и вообще Европейского Союза, плюс переживают практически все, кто сейчас помогает Украине, плюс переживают те страны, которые действительно недостает продуктов питания. Зерновая сделка все-таки помогает стабилизировать цены на рынке зерна как минимум. Не надо думать, что все зерно из территории Украины уходит именно в какие-то бедные страны. Нет. Зерновая сделка призвана понизить цены на мировом рынке зерновых, сделать зерно, сделать продукты питания доступней. Именно в этом смысл. Для того, чтобы украинское зерно попало в Африку, скажем, или еще в какие-то регионы, где действительно требуются продукты питания, логистика может составить львиную часть цены. И надо понимать, что на мировом рынке украинское зерно просто понижает цену. Поэтому те страны, которые нуждаются действительно в продуктах питания, в продовольствии, могут купить даже в каких-то соседних регионах по низкой цене. Это надо понимать. Именно на это направлена зерновая сделка. Владимир Путин, конечно, будет пытаться все переиграть. Так, мы с вами уже больше 12 минут в эфире. Большое спасибо, что были со мной. Мы вас любим, это искренне, это самое главное. Мы работаем для вас. Помогайте нам. Есть криптовалютные кошельки. Если есть возможность нам помочь, помогайте. Развязка событий уже довольно близка. Всего доброго, до свидания.